Всем доброго времени суток. Рада приветствовать вас на нашем новом видео. Меня зовут Надежда, и это мой очередной домашний влог. Сегодня нахожусь дома, немножечко буду заниматься своим рукоделием, готовкой, какими-то домашними делами. Ну и, как всегда, буду подключаться, наверное, чтобы эти домашние дела немножечко показать вам. Не знаю, насколько интересен вам формат такой формат видео, да, в принципе, как домашние влоги. Отпишитесь мне в комментариях, потому что для меня на сегодняшний день действительно важна обратная связь. У меня сейчас на столе стоит цветочек, как вы могли заметить, да, на манекене. У меня немножечко такой рабочий стол, где занимаюсь съемками, шитьем. Когда не снимаю, ставлю сюда швейную машинку. Здесь у меня сбоку, с этого боку стоит оверлок. Его пока не видно, я отодвинула, потому что снимала вчера и сегодня, наверное, буду. Вот такой вот следочек на манекене. Обзор у меня был. Вяжу, да, девчонки, занимаюсь вязанием. Ну и мальчишки, если смотрите. Следочек на 37 размер. Что планирую сделать сегодня? У меня набран второй, да, такая вот конструкция. Не знаю, насколько это все будет вам интересно, что-то меня освечивает. Наверное, надо свет включить, хотя вроде и день на улице, но у нас пасмурно, да, время 12 час дня, но все-таки вот пасмурно на улице и немножечко освечивает. Надо все-таки включить освещение, да, в квартире. В общем, такая вот конструкция. Что я делаю? Вяжу второй следок такой же и снимаю обучающее видео. Да, да. У меня есть второй канал по вязанию, да, для тех, кто не знает и кто попал на мой канал впервые. Да, я, наверное, об этом здесь и не говорила. Есть у меня второй канал, рукодельный, вязальный. Называется «Про вязание с Надеждой». Там я рассказываю все о своем вязании, рукоделии и не только. Там же у меня есть кулинарная рубрика, там порядка около 200 рецептов, абсолютно разных. Рецепты доступные и уже проверенные, что называется, годами. Немножечко отсесть, чтобы не отсвечивало сильно, то что блики мешают, да. Вот, проверенные рецепты годами и вязание. Конечно же, это обучалки, это какие-то обзоры, это разборы узоров и все, что связано с вязанием. Да, вот вчера закончила, покажу, делала обучалочку на вот такой вот наборный ряд. Видите? Так что, кто увлекается таким же видом рукоделия и кому это все будет интересно, а также рубрика с кулинарными рецептами, я не стала эту рубрику переносить сюда, когда создавала этот канал, потому что последнее время снимала рецептов немного, но где-то раз, может, в месяц, да, и не видела смысла их сюда выносить на влоговый канал, да, оставила пока там. И, наверное, все-таки эти рецепты я буду добавлять туда, на тот канал. Так что, кому интересна данная тематика, если больше для девушек, для женщин вязание, да, если вам это интересно. Ну и кулинария, конечно, знаю, что мужчины тоже готовят, и они меня здесь смотрят, так что, мальчишки, касается вас, если действительно вам тема кулинарии интересна, проходите на тот канал, там рецептов очень много, особенно это будет актуально для мужчин, которые живут одни. Скажу вам, рецепты проверены, так что берите на вооружение и пользуйтесь. Ссылку на тот канал я оставлю внизу. Ну а сейчас я пойду пока доснимаю обучалку, потому что вот мне уже горит, не втерпешь. Надо ее доделать, уже неделю собираюсь. Ну, не то чтобы собираюсь, уже неделю делаю, никак, что называется, не доделаю. А девчонки на рукодельном канале эту обучалочку ждут по данному модели следка, поэтому пойду доделывать.
Ну и, конечно, подключимся с вами в следующем подключении и поговорим еще о чем-нибудь. Ребят, сейчас собираюсь сделать манник. У меня здесь настаивается манка на кефире. 4 яйца, стакан сахара. Мне еще понадобится стакан муки. И разрыхлитель либо сода. Как пошаговый рецепт сделать, ну, как сделать манник сам, приготовить пошаговый рецепт, есть у меня на основном канале. Если я не забуду, я сделаю, оставлю вам ссылочку в описании к этому видео на плейлист с рецептами. Манник получается пышным, вкусным и имеет место быть в рационе вашей семьи, поэтому берите на вооружение. Рецепт прост в приготовлении, как правило, ингредиенты есть в каждом доме. Пошла варганить. Пока готовится мой пирог в духовке, манник, и пока размораживается рыба и фарш для полноценного обеда, я залезла на Pinterest за вдохновением. Набросала в свою копилку коллекцию узоров. Очень-очень много разных узоров для вязания. Действительно вдохновляет. Ну и поскольку я веду свой еще рукодельный вязальный канал, то, естественно, некоторые из узоров, более сложные, я буду разбирать у себя на канале, на вязальном. Ссылочка будет в инфобоксе. Такие вот красивые узоры. Ссылка, я имею в виду, на канал на рукодельный. Вот этот узор зачетный, вообще для свитеров, для зимних, для... Есть толстая пряжа, мне кажется, будет вообще интересно. Этот же узор может для снудов подойти, например, в 2 оборота шапки. Варежек на тыльную сторону для комплекта. Вообще универсальный узор. Супер. Если вы тоже вяжете, сохраняйте себе в копилку, кстати. На чем я остановилась по поводу рукодельного канала. Некоторые сложные узоры девчонки мне в личку писали с просьбой разобрать. И я вот сижу, вдохновляюсь узорами. И уже есть идеи, что из чего связать. Вот этот интересный. Для палантина вообще интересно. Коса такая, жгутик в одно переплетение между ажурами. Вот люблю такие узоры. Для летних маечек, топиков тоже подойдет. Вообще интересно. В общем, пошла я вдохновляться. Вдохновляться, правда, недолго, потому что мне нужно идти готовить обед. У меня есть студентка домой на выходные. У нас сегодня пятница. Ну, вы увидите этот влог, конечно же, попозже. Не знаю, когда я его смонтирую и выпущу, но тем не менее буду вдохновляться, повязывать и, конечно же, готовить. Смотрите, шикарная вещь для обработки низа рукавов и самого изделия. В общем, пошла я готовить, сиди не сиди, а обед готовить идти надо. Ну а сейчас я займусь разделкой рыбы. У меня немножко освещивает, падает солнце, но по-другому не получается. Это подлещик, как его называют. Я не знаю, как называется он правильно. Хочу просто пожарить. Обваляю в муке и пожарю. Я уже поставила варить картошку на пюре и поставила 2 небольшие свеклы. Хочу сделать салат со свеклой и с чесноком. Поэтому пока занимаюсь рыбой. Вот, кстати, у меня закончилась приправа для рыбы, специи. И я в муку добавила вот такую штучку. Ядерная вкусная соль, 7 блюд. Она со специями. Обратите внимание вот здесь. Если вам видно, можете сделать себе скриншот. Кстати, классная штука. Вот на скорую руку, когда закончится какая-то приправа, в принципе, штука универсальная, поэтому рекомендую. В общем, буду заниматься пока обедом. Себе пожарю рыбу, а попозже дочери сделаю котлеты, потому что она рыбу не ест. Наш полноценный обед на сегодня готов. Выглядит все это вот так. Нам с дочерью на двоих хватит на пару дней. Мы пошли кушать. Вам приятного аппетита, если вы также перекусываете. И снова здравствуйте. У меня с последнего подключения прошло, наверное, дня 3, и у нас уже следующая неделя. И у меня готовы вот такие вот следочки. Появится мастер-класс на основном вязальном канале. Кому интересно, проходите, смотрите. Это стопроцентная носочная шерсть, пехорка на 37 размер. Вот такая вот моделька замечательная. Мне они очень нравятся. По дому ходить очень и очень тепло, особенно когда нет отопления.
Так, чем планирую заниматься сегодня, сейчас покажу. У меня лежит несколько пар брюк. Мне нужно укоротить длину. Мне отдали для дочери, да, покупала моя приятельница, и не подошли по длине где-то. Вот эти вот, по-моему, дочка пару раз одела, а эти нет. Она не стала возвращать, потому что покупала где-то на сайте. На сайт уже пересылку возвращать не стала, ну, отдала мне для дочки. Дочка у меня ниже ростом, и мне нужно будет обрезать и подложить длину. Как говорится, слава богу, машинки швейные у меня есть, и это я делать умею. Ну, в принципе, не только это, но тем не менее. Ничего не вижу предрассудительного в том, что вещи где-то передаются, как говорится, отдаются. Сама другой раз расхламляюсь, вещи после дочери отдаю, да. Вот поэтому буду заниматься. Немножечко продолжу мысль, пока не убежала. Наверное, повторюсь. Ничего не вижу плохого в том, что вещи передаются таким образом, да. Где-то для детей, где-то свои, да. Ничего в этом не вижу предрассудительного, да. Не то, чтобы там я за прям такое осмысленное потребление, но если вещи в хорошем состоянии, почему бы их не отдать или почему бы их не принять, если они актуальны. У меня один ребенок, да, кто знает, дочка, ей 18 лет. И пока она росла, я хорошие вещи после нее тоже очень много отдавала, да. Что-то отвозила в дом ребенка. У нас не то чтобы дом ребенка, у нас в городе на базе детского сада есть приют детский, да, когда забирают детей из семей, и они временно первые полгода находятся там. Вот, что-то я отвозила туда, что-то отдавала знакомым, да, ну, что-то отдавала в многодетные семьи. Но в многодетные семьи какого плана? Не те, которые я ж мать, да, типа мать, не дать нельзя. Нет, эти мимо сразу вот. Ничего никто никому не должен, да. Мимо. Отдавала в нормальные семьи, там, где родители адекватные, которые работают сами, которые стараются что-то этим детям дать, да. Чтобы не то, чтобы я хотела получить какую-то благодарность и отдачу, нет. Потому что вот эти, которые я ж мать, да, на каждом углу верещат, они считают, что им все должны, а это отталкивает. То есть туда даже в эти семьи отдавать что-то не хочется. Вот, блин, сбилась с мысли, да, уже обратно. Отдавать даже не хочется, и я думаю, что не я одна такая, которая против таких семей, да. Я не то чтобы против многодетства, да, но я против выступаю всегда таких против, я ж мамочек, да. А если нормальная многодетная семья, то почему бы и нет, да? Вы можете писать свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно почитать. Ну, по поводу вещей, там, обмена своего рода такого. Вот. Вот так вот приходят мои рукодельные дни, рукодельные недели, скажем так. Я надеюсь, было вам сегодня со мной интересно. Если это так, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, будут походу удобные влоги еще выходить. Ну, а если вы вяжете или готовите, то, конечно же, я хочу пригласить вас на свой рукодельный вязальный канал. Он называется «Про вязание с Надеждой». Ссылочку на него я оставлю вам в инфобоксе. Там у меня и обзоры пряжи, и рецепты, и обучающие видео по следочкам, носочкам, узорам, и не только, там много чего есть. Мастер-класс на эти следки выйдет тоже туда же, на тот канал, поэтому, если вам интересно, то проходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас в качестве своих постоянных зрителей и подписчиков. И да, для тех, кто любит готовить, там есть отдельный плейлист с рецептами. Там около 200 уже проверенных мной лично рецептов. Получается практически у всех, кто пробовал по ним готовить. Ну, а я на сегодня буду закругляться. Спасибо за ваше внимание. И пока-пока. Встретимся уже с вами в новых видео.